Привет, друзья! Прибыли к избушке. В прошлый раз оставили дрова в печке, чтобы кладка просыхала. И немного переживали, чтобы не было пожара. Но все в порядке. Избушка на месте. Сейчас разгружаемся и будем продолжать работу. В этот раз купил сапоги, а то Алексей все время сам тягал лодку. Так, опа. Карлос, открывай. Заходи. Так, надо ж открыть, Леш, то мы сюда не зайдем. Видишь, все зашито, никто, значит, не был здесь. Опа. Ну что, вроде луж нету. Следов мышей полно. Разнокалиберных. Интересно, дрова в печке полностью прогорели или нет? Да, практически полностью. Пару угольков. И все. Сегодня взял большую шину и цепок переточили. Посмотрим, будет ли разница. Ну, то есть проблема была в шине или в том, что цепь затупилась. Ну что, вещи забрали, разгрузились. Теперь нужно идти за глиной, делать раствор и открывать от баннеров стенки. Будем продолжать эту стену, где выхлопная труба, в смысле дымоходная. Вот. Ну а там посмотрим по ходу дела. Помимо стены с дымоходом нужно параллельно делать и вот эту стену, ну хотя бы ее часть, чтобы угол перевязывался. Потому как в прошлый раз мы сильно спешили, хотелось сделать вот этот узел, где выходит труба дымохода. И получилось, что здесь несколько рядов не перевязали. Но ничего, думаю, закрутим несколько саморезов, проволоками как-то увяжем. Ну а дальше уже пойдет снова с перевязкой. На рыбалку охота. Завтра планировали выбрать пару часиков, попробовать на судака сходить. Да, кстати, мы вам не показывали, мы же сегодня взяли удочки, спиннинги и планируем завтра с утра со рання, если все получится, если погода не подведет нас, съездить завтра на рыбалку попробовать. Первый раз. За сколько времени? Мне писали, спрашивали вот этот шуруповерт, типа, говорит, сделай меньше, там, что-то, ну, силу, то, что трещотку уменьши. Я говорю, это не трещотка, по идее, а специально там какая-то ударная, конечно, типа как перфоратель или что-то типа того. То есть это для того, чтобы лучше закручивалось. Это не такая совсем система. Нет, конечно. Тут система, это гайковер. Здесь работает система, такой удар. Такой валик. Ну, короче, да, стоит. И вот так вот он крутит и бьет. Тух, 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 тух. И смысл здесь в чем? Все время он бьет, в принципе, ну, получается, как вроде бы с одной силой, но нет. Здесь есть несколько переключаем. В общем, мы крутим на первой скорости все. Ее надо натягивать, чтобы не было вот этих вот провалов. Давай, куда тебе?
Ну сюда, вот так вот она должна натянута быть. Вот этот край. Там и там. Там надо держать, чтобы не прибить. Сначала это вверх прибить. Только смотри, куда она перетянута здесь. Нам нужно разделиться. Один будет просеивать ракушку или ракушку. Как я понял, и так правильно можно говорить. Вот. А второй будет резать чурки. Нарезать чурки у нас уже не из чего. Есть несколько бревен под навесом, но не хочется его пока разбирать, потому что там склад много всяких очень нужных вещей. Поэтому идем в лес, посмотрим, что тут в округе недавно упало и что нам подойдет для работы. Хорош, поломаю ведро. Я насеял половину. Ведро поставил, половина ведра уже было насеяно. 2 лопаты, ведро полное. Поставлю родную шину с заточенной цепочкой. Посмотрим, может быть, будет лучше резать. Резать или пилить. Ну что ты так на ощупь пробовал, как она наточена? Тоже на ощупь, если честно. Да, на ощупь, я тебе скажу, тут она как страшно дотрагиваться до нее. Ну да, но я и не заметил, чтобы она затупилась. Если честно, у меня большие сомнения. Я буду просто счастлив, если она сейчас будет хорошо резать ровно. Я думаю, что она должна резать ровно. Посмотрим.
первый рез. Первый рез отлично. Ровненько. Все отлично срезано. Намного лучше. Пилит хорошо в любом случае. Потому что криво или ровно, это ж, наверное, всё от оператора зависит. Не, ну это понятно. Ну да, в любом случае, как развал, что ли, или как там на пилах говорят. Ну, развести, да, пилу. То есть она пилит сейчас не зажимает в любом случае. Да, и ровно вроде как. Да, отлично пилил. Смотри, какой спил ровный. Да. Так, чуть-чуть ливану. Наверное, полбутылочки. Да, полбаклажки и все, наверное. Это только второе ведро. Да. Да. Пойдем, Карл, пойдем. Побегай. Еще нужен этот ракушку еще добавлять? Да, мне кажется, хватит. Мне тоже кажется.
иди курить будем. Не курю и не тянет. Это золотой человек. Говорит, не курит, не пьет. Что такое? Нет, мяса много ест, это я не знаю. Одно мясо. Ой, да. Скурил уже свое и выпил. Карлос, тут пока нет никого, иди куда-то в другое место пока искать. Ищи. Я думаю, все-таки правильно ты сказал по поводу печки. Все-таки там надо, наверное, половинку кирпича проложить стенку над самой печкой, оставить щель там. Сделать быльце такое каменное. Да. И возле него уже поставить быльце настоящее акробатное. Можно не ставить, можно пятки греть. Нет, ты завалишь ночью, так ты хоть упрешься все равно. Но все равно там надо будет в печку сделать упор ее. И, кстати, можно будет добавить туда для крепости. Что, ты хочешь? Я где-то читал, что вот эти вот эксперименты с добавлением в глину всякого разного, в том числе и цемента, зачастую только хуже делают, чем... Ну вот я хочу тебе сказать, я это не первый раз слышал, что в глину цемент добавляют и очень часто добавляют. Даже профессиональные строители этим занимаются, когда ложат на глине. Добавляют, чтобы все-таки было крепче. Тогда ее не так вымывает глину, и она крепче становится. Ну, я сам не пробовал, но слышал обратное, что может быть хуже. Ты знаешь, я то же самое это услышал первый раз, когда вот сюда мы приехали, и там одна женщина помогала, говорит, давайте я вам помажу. Вот, и говорит, надо в глину добавлять цемент. Говорит, мы все так, говорит, делаем, мажем, вот в глину добавляем цемент. Я это первый раз, если честно, тогда услышал, это было лет, ну, около 10 лет назад. А это вот уже смотри, сколько много людей пишут, и все они говорят об этом. Но цемента у нас нет, друзья, так что звоняйте, как говорится. Есть только просроченная шпатлевка. Да. Фух. Уже солнышко садится. Через 5 минут она сядет. Видишь, вон кусочек из-за бугра еще выглядывает. Ну, что ты Сейчас хотел, сядет. зима уже, дни коротенькие. Уже скоро будет на вырост идти день. Когда там начинается расти, не помнишь? В каком месяце? Я не помню, не могу тебе сказать.
что ты, Юра, говоришь, мало тебе одной ванной для замесов? Надо еще одну выкопать. Да. Чтобы Юра предложил сделать еще одну ямку для замеса раствора, чтобы там можно было уже засыпать ее и спокойно разложить кровать, потому что, видите, погодка такая сырая, мокрая, грязно, а иногда присесть даже и некуда присесть, пенечки все мокрые, влажные. Надо разобрать хоть одну-две, ну, или одну, или несколько, или две кровати, чтобы отдохнуть хоть 5-10 минут, иногда перекурить. Карлос, иди. Сейчас сразу эту стенку будем ложить чуть. Кирпичики надо поубирать, наверное, лишние. Вот сюда вот если... Ну, давай сейчас побольше туда рассудим. Да, у меня мастерок какой, не то что у тебя. Настоящий. Потом мы сюда уже будем ложить, раствор сделаем, будем тут уже стену долаживать. Уже четки надо резать еще. Вот сюда вот надо чурочку какую-то перекали, Леш. Сейчас. Раскали ее. Вот так вот. О. Все, забиваем ее. И там раствору что надо накинуть. Там раствор есть. И куда она? Так, Алексей пошел за глиной. Что, готово? Не, Леш, подожди, давай, наверное, ты высыпай сюда. Потому что яма ж еще не готова, нам нужно ведро, чтобы ведром переносить всю землю и засыпать в землянки яму. Поэтому высыпай сюда. Сейчас ту землю перенесем сюда. Давай я еще ведро глины. Тяжело будет переносить. Давай. Ой, червячков сколько. Да, червяков тут еще больше, чем положено. Сейчас глину мы сразу туда засыпаем. Вернее, глину, землю эту сразу туда, в ту яму засыпаем. Вы догадались почему? Значит, потому что ну, какая может быть хованка или холодильник, если все о нем знают через видео. Поэтому будем мы уже делать где-то в лесу хованки, холодильники. Уже будем смотреть, где.
Чего ты там опять копаешь? Тут будет новая корыта. Пойдет? Да. И вода будет сама набираться с навеса. Я ж так рассчитал специально. Карлос, давай, трамбуй. Карлос, займись хоть чем-то, не рыть теперь надо, а трамбовать. Карлос. Конечно, надо сделать люшку кровать. Это не кровать. Так, что-то там подложить надо, Леша. Положил сюда на бок, чтобы в башку не дуло. Уже можно сюда и прилечь, и присесть. Ой, бляха. Этим мы займемся. Лезешь то в чайник, то еще куда-нибудь. Он хочет сказать, что ему нужна кровать. То есть тут была моя кровать, где она делась. Фух, я честно хочу тебе сказать, я бы сейчас минут 15 полежал бы. А я часа полтора. Не, часа полтора тогда тоже не мешало бы. Может отдохнем чуть-чуть, а потом продолжим. Там можно позавтракать. Позавтракаем? Да. Мы вообще договаривались с Юрой в этот раз не брать с собой готовую еду, чтобы приготовить. То висит мешочек, и чтобы мышам не досталось, чтобы они тут не привыкали. Я предложил не брать в этот раз ничего. Я тоже предложил. Сейчас залазю в сумку, а мне тетя Таня наложила борща, налила картошки, там сало. В общем, Таня, спасибо тебе большое. Я же тебе говорил, что А ничего мыши, не надо. как спасибо, передают, что им останется столько еще в мешке. Вот в мешке здесь у нас картошка, там у нас сколько, а вот тут вот и картошка, и там... Чтобы не испортилось, надо, говорю, сделать такой день, чтобы ничего не брать и переработать то, что у нас есть. Да, я согласен. А то выкинем. Непривычно так смотреть на улицу, что нет стены, и тебе в этом помещении зимой практически, уже вот-вот, придется ночевать. Да нет, ну тут в принципе нам что осталось? Тут ну, на 2 дня здесь кладки осталось. Тут в принципе А вы немного. сомневаюсь. Вот эту Ну, стену, чтобы заложить? Ну, 2 есть дня. такие нюансики, тот угол, тут углы, там перевязки. Не, я имею в здесь виду тоже. эту. Конечно, тут еще много у нас есть недоделок, это понятно, но можно будет затянуть. Над окнами, там под окнами, все вот эти сложные кусочки, где подгонки постоянные. Да, сейчас я чайку. Вот. Еще, кроме того, я вроде как прошлую ночевку нормально переночевал, без проблем. Переживал, чтобы спальником не достать до печки. Вот, но все нормально. Но потом все-таки я понял, что моя кровать, она пока короче, чем я. Со временем нужно Ты будет... хочешь, что ты со временем укоротишься? Нет, А я уже думал, ты хочешь сказать это. доточаю немного, сделаю ее длиннее и немного шире. Но это позже. Но в таком случае она будет сильно близко к печке, будет греться. Вот. Ну и основное, что опасно, чтобы там одеяло или спальник не попали на раскаленную печку. Поэтому придумали мы сделать здесь такое быльце у ног. Ну, не обычное, а из кирпича. Вот. Будет тепленько, чтобы пятки погреть. Вот. Ну, собственно, вот так. Не вплотную к печке, не будем ее полностью обкладывать, потому что сильно заберет это температуру. А нам важно, чтобы металл отдавал максимум тепла, чтобы все наши окна, ну, как бы компенсировались потери от окон. В общем, пока на данном этапе, во всяком случае, на этапе экспериментов, не хотим мы ее полностью закладывать кирпичом.
Скорее всего, ну, ту стену нужно будет сделать, чтобы не загорелись, стена не загорелась. А с этой стороны, чтобы я не загорелся. Но опять же так, чтобы конвекция все равно была. Вот, чтобы нагревалось быстро помещение. А дальше видно будет. Несложно будет потом просто Конечно. пролить эту щель раствором глиняным, и оно станет такой большой кирпичной печкой, которая будет инертная, будет набирать долго тепло и долго отдавать. В общем, посмотрим, поэкспериментируем. Вот, а сейчас хотелось бы перекусить. Что я теперь с подушечкой и буду спать. Как в том мультфильме. Почему я был, говорит, такой злой? У меня не было велосипеда. А теперь у меня есть велосипед. А теперь у меня есть подушка. Так что, ой. Мне сейчас самое главное 5 минут полежать. Вот так вот. Чуть-чуть. Но полежать. Опа. Ой, красота. Я в прошлую поездку не дождался, не мог дождаться, вернее говоря, пока мы поставим кровати. И в этот уже раз. Ну-ка, целый день на ногах. Там ложишь, там рубаешь, там тягаешь, не присесть, не прилечь, ничего. А на улице, все сыро, друзья. Ни одного пенька нет сухого. Сесть не на что. А тут, как говорится, крыша над головой, и мы сюда не заходим, потому что здесь все, будем говорить, завалено мусором, непонятно чем. И вот это вот еще здесь раствор посредине лежит. Пусть он на улице уже лежит. Так что я считаю, что, Леш, мы все-таки с тобой сделали правильно, что отсюда вывезли. И теперь вот хоть брык и лежи, отдыхай. Чайку попью. На моего чайку попробуй. Да я уже налил, у меня налито. Ну, он совсем не такой. Какой он у тебя? Ой, какой ядреный. С градусами. Я же завязал. Уже давно после больницы не пью. Ой, Ну, это полезные градусы. а что это там у тебя? Имбирь, лимон и Сейчас всякое. попробую. Ну, это невкусное, конечно, но полезно. Невкусный тогда не будет. Кислый, горький. Не, ну это надо, если болеешь. А если не болеешь, может быть и для, как говорится, профилактики тоже не помешает. Для иммунитета. Да. Фух. Так что, ребята, я вам скажу так. Говорит, нелегкая это работа из болота тянуть бегемота. Так и у нас то же самое. 10 бревнышек положить. Чтобы положить 10 бревнышек, нужно сначала их найти, нарезать. Вернее, сначала найти, притянуть, нарезать, сделать раствор, а потом их положить только лишь. Или укласть на стену. Не так все просто, как кажется. Так, что-то я начинаю остывать. Надо уже печь растапливать, по-моему. Пока печурку растопил, уже и потемнело совсем. Придется с фонариком идти добывать глину. Печку нужно было растопить, чтобы Карлосу приготовить еду.
консервы он теперь отказывается есть, не нравится ему. Только свежеприготовленную ресторанную пищу. Да, Карлсончик? Все, ставлю вариться, ставлю. Так что еще ведерко глины сыпем, да? Да, сыпем еще и не одну. Ну тут и так уже полное это самое. Туда еще 5 ведер. 6 ведер. Что? Это у нас какое? Третье, по-моему. Это у нас третье, и там еще ведро есть, 4 и хватит. Ну да, кажется, такое немножечко сокращенное получилось. Карлос ожидает свой ужин. Смотри, это тебе и на завтрак тоже, понял? Вообще даже глины не вижу. Ну что, приступаем завтракать. К завтраку. Я уже немножечко позавтракал, перекусил. Так что у меня это уже обед. Ну так ты у нас счастливчик. Да. Ну, а я буду завтракать. С утра я чаек. Один Карлос уже поужинал сегодня. И еще хочет. Ну, Поздний ужин. так, на тебе хлебушек. Но у него черный. Блин, ты меня так совращаешь вот этими вот. Так, не вредными. ешь, не надо, не надо. Не надо совращать. Меня опять уже довольно часто интересуются люди. И вот недавно было, как вы соблюдаете вот эти вот все там свои диеты, расскажите нюансы. Я пока нюансов рассказать не могу, потому что все это на стадии эксперимента надо мной, над собой, так сказать. Основное, что могу сказать по диетам, не нужно мучное, то есть хлеба и сахара. Вот это все, что основное. Для меня, конечно, сложнее было именно с хлебом. И намного проще это делать, когда вот дома я самостоятельно, никого нет. У меня его нету там ни хлеба, ни сахара. И тогда, если вот бывает так нахлынет, что приспичит чего-нибудь или сладкого, или мучного, его нет попросту. И как-то так потихонечку можно чем-нибудь другим перебить, и все в порядке. Вот Так. как-то так. Да. Так, что, друзья, приятного аппетита и вам. И мы сейчас с Алексеем садимся, завтракаем, обедаем и ужинаем, как говорится, все в одном флаконе. Опа. Бери и корка домашняя, У меня не тоже знаю, у вас есть. она какая. У нас домашняя. И у нас домашняя. Ну, черного кусочек в виде исключения. Я думаю, вообще ничего страшного. Ну и курочку. Я тоже буду в виде исключения курочку кушать. Я ее так... Кстати, курочка отваренная, а не жареная. Да, промахнулись мы с этим, с раствором вечерним замесом. Вроде как по пропорции все делали, но что-то пошло не так. Или уже как-то кто-то что-то подзабыл. Одно ведро туда, одно ведро сюда. И сильно много ракушки
Кстати, мне много написали про ракушку. Можно, говорит, правильно и так, и ракушка, и ракушка. Оба варианта. Ты что ложил? Ракушку или ракушку сыпал туда? Я ракушку сыпал. Ну я ракушку туда. Чтобы не обижались, да. Все мы сыпали и ракушку, и ракушку. В общем, добавили глины, там забодяжили, но я, если честно, сомневаюсь, что я уже захочу встать с кровати после ужина. Спина побаливает. Скорее всего, будем уже отдыхать. Хотя были мысли еще класть. Но в темноте можно такого наложить, что завтра перекладывать. Я даже подумываю, что может быть Юру отправить на разведку, на рыбалку, а я потихоньку поковыряюсь. Если вдруг, в чем я сильно сомневаюсь, будет серьезный жор судака, то Юра примчит за мной, я надеюсь. Ну да, если Юра удеет. Когда там был я на рыбалке и уколол палец, вот этот указательный, крючком. В общем, зацепился я и высунул снасть тройник с грузом. И я его распутывал там, значит, в нитке. И укололся. Чуть-чуть укололся им. А он весь такой уже гнилой, был ржавый. Это было в этом году весной. Ну и пошел я к доктору, к нашему. И он мне начал напухать. Выписали мне там таблетки и все. Вот. А потом начал у меня нарывать. И начал с него так гной идти. Я пришел к врачу и говорю: сделайте мне, пожалуйста, разрежьте мне его, чтобы выпустить гной. Ну, я так думаю, что было бы правильно. И так, как я думаю. Ну, а врач говорит: нет, не надо, я тебе резать ничего не буду. Ну, выписал мне там какие-то лекарства, таблетки, я принимал это все как положено. Вот. Ну и в итоге, после лечения у меня на пальце здесь осталась шишка. То есть, вот тот гной или что там было, так он у меня и остался. И теперь вот он у меня периодически воспаляется, палец. В общем, болит, я не знаю, я им ничего не могу делать. Вот сейчас вот к вечеру разболелся так, что просто он у меня аж горит. Не знаю, что с этим делать. Вот так, друзья. Карлос сейчас подавится слюной, пока ты расскажешь. Держишь косточку возле него, а он аж трусится. Дело в том, что уже ж проблема, ты понимаешь? Это ж трубчатая косточка, Ну, я ему согласен. жить нельзя. Нельзя. Вот. А он смотри, как смотрит. А он смотрит, как будто, Как не то, будто что она- можно, а даже нужно. Как будто она не трубчатая, да? Да, квадратчатая. Карлос, на. Ой, Ну, он бы сейчас вообще. тебе палец отрезал, и все в порядке было. не на ту руке. Он у меня на это, он бы откусил эту Ну, в руку. следующий раз другой давай. Я взял эту камеру, Мгм. эту ловушку. Можно будет где-нибудь поставить. Давно я не брал. Может, какую-то зверушку. Хочу попробовать недалеко здесь. Тут тоже часто следы встречаются. Да вот все в следах я шел. Вот тут мы поднимались за бревнами вверх, шли. И там, в принципе, все в следах. Ну, я тут, как говорится, полулежа, полусидя. Лови. Вот мазила. Ты что думаешь, он лук есть будет? Но они любят хватать на лету. И потом не знает, что, да? Ты провокатор. Подъели. Теперь можно и какао с чаем. И тебе, Юра, рекомендую какао. Какао полезное. Да. Ну так говорят. Алексей тут меня заманил, говорит, у меня какао классный. Какао. Так, я думаю, так, а ну где тут? Что ты сыпал здесь? Вот это что ли, да? Да. Несквик. Несквик. А это что, молоко, да? Угу. Это надо и то сыпать, да? Кто как любит. Любишь с молоком, сыпешь с молоком. Раньше я помню, матушка у меня, царство небесное, как говорится, родителям нашим всем, вот, готовила
какао. И готовила она такими кастрюлями, наверное, литров по 5, по 6. Как наготовит. И потом вот прям вот эту кружку набираешь и порол и побежал гуляться опять. Да, я помню анекдот. Как... Короче, про 1000 извинений. Я забыл, как именно там, ну, сам сюжет. Но кто-то там стукнул ложечкой по чашке в таком на светском рауте, что, ну, все такие культурные. Опа, и голову повернули Да, на все него. ж такие. Кто там? И тут, ой, простите, так сконфузился весь. А тут обычный простой мужичок рядом там сидит и тоже вот такой стукнул. Ой, простите, простите. Потом опять тук, опять, ой, простите. Потом 1000 извинений, я ты погнал. Еще они такого же плана анекдот с той же темы. Когда в такси едут два аристократа, и тоже один другому рассказывает, такой конфуз со мной случился. Вот девушка уронила платок, а я попытал, ну, хотел его поднять, но не успел, передо мной другой джентльмен его поднял и отдал ей, а я вот так. А другой говорит, а у меня вообще было, да, вот там, ну, типа, мешал кофе и стукнул по чашечке ложечкой, и все так на меня посмотрели, мне так было неудобно. Таксист едет. Мужики, ничего, что я к вам спиной? Правильно, да. Карлос, ничего, что мы к тебе спиной, или что ты к нам спиной? Ой. Скорее бы уже стены доделать, потолок подшить. И можно уже анекдоты травить будет. Да, я сейчас Спокойно. прилягу немножко, Что-то у меня спина, ну, колом стоит. Надо ее немножко. Вот так. Ой, красота, друзья. Ой, еще сейчас я этот спальник под голову. Вот так вот. Ты осознаешь, что вот у нас нету стены и тепло лежим в свитере. Да, друзья, пол стены нету с этой стороны, там четверть с этой стороны нету, а лежим тепло, можно раздеться в футболке. Это, кстати, о том, что говорили, что мы здесь замерзнем. И еще что Алексей мне говорит, нужно срочно печку все обложить кирпичом. Я говорю, да подожди, ты еще зимы не было. Потому как зима начнется, может мы тут позамерзаем, будем обдирать потом кирпич от печки. Да не, ну с кирпичом единственный минус, что не так быстро. А так хорошо, мы приехали, сразу чик и тепло через 5 минут. Да, тут это она сразу мгновенно дает, железо мгновенно набирает жару, и просто от нее тепло, вот здесь даже сижу я, и от нее слышно, ну так не очень, конечно, тепло. Так это с учетом того, что... Кирпичная, когда мы здесь долго, там, на недельку, тогда хорошо, Да, да, протопил, да. она там... Поэтому я говорю, что лучше всего сделать, наверное, наварить уголок вот туда, и так, когда мы здесь раз натопили, сразу прогрелось, кирпичи заложили. Да, съемный. Да, съемный кирпич, да. Да, это хорошая идея, тем более там на ней уже есть уголок, на который несложно Да. прикрутить будет, Конечно, без сварки конечно, можно да. обойтись. Конечно, 3 дырочки прикрутил на болтике, закрутил хорошо, и все, и в уголок закладывая их, и все, она не будет отдавать жар, кирпич будет греться потихонечку. А вот смотри, все равно дышишь, пар. Нет, здесь нет, ты просто дальше от печки. Да. Ну, у меня вот есть. Да тут ты закурил там втихаря, спрятал. Не. Я не курю уже, наверное, короче, больше своей жизни я не курю. Лет, наверное, около 40 не курю. А я курил около 40. Ты что, в 5 лет начал курить, что ли? Нет, 6. 6? Понял. 7. Нет, я
Вот честно. 6, помню, да, еще в школу не ходил, уже пацаны меня старшие просили. Дай прикурить. Нет, купи нам сигарет в магазине, скажи, что батя тебе поверит, ты ж мелкий, малой. Она мне верит, что батя. Я говорю, у меня не курит отец. Ну, скажи, что курит. И вот уж купил они, надо тебе. Короче, они тебя заставили курить. Не, они тоже не заставили, интересно ж было. И я уже вовсю, я в первый класс уже заходил в туалет с десятиклассниками, стоял, курил, потому что у меня там двоюродный брат выпускался уже в 10 классе, а я только в первый попал. И меня там все знали, он уже, десятиклассник, чтобы никто не обижал там. И я захожу. Ну, ты ж видишь, ты не в то время рос, как и я. Я тебе скажу так, в наше время, когда я рос, это, уже будем говорить, такой уже зрелый был возраст, такой, как уже жених, 70-е годы. Вот. Так у нас, я так иду, у меня старший брат был, вот, Царство Небесное. И они что-то там разговаривают, а я услышал слово беременный. И ты была такая, если помнишь, пословица, говорит, не пословица, а такая какая-то рассказка была или что-то такое. Говорит, ага, мышка там. Вот. Говорит, было у него 2 короля, и то одна беременная была. Типа, что-то такое. Вот. Ну, я иду, у него 3 короля, 2 короля было, и то одна беременная кролиха была. Иду, а я не понимал, что это такое. Представь себе. А мне старшие, как знакомые, друзья и брат же, говорит, а ну тихонечко, рот закрой, говорит. А я смотрю так у них, что я такое дурное сказал? Непонятно. Оказывается, слово беременная нельзя было говорить, это было как-то вроде бы стыдно, неприлично говорить и все остальное. Молока открывается, да? Там есть черточка. Да я слепой, не вижу. Где это? Да ладно. Не, я тебе серьезно. Вот это вот что? Да. Пунктирчик. А сначала молоко или сначала это? Я не знаю, как правильно, но хоть так. Друзья, подскажите, сначала молоко сыпать или что? А то я, честное слово вам скажу, скажет отсталый вообще, я не знаю. Может вообще... Деревня. Деревня, да. Ага, уже 2, это уже от жадности. Нет, это запасливость. Хозяйственность. Поэтому ж я и в принципе всем рассказываю, что я шахтер. Я в принципе полжизни практически, не полжизни, а всю свою трудовую деятельность я работал в шахте. И начинал с обычного гроза, который бил печки и просеки. Если кто знает это, то знает. Это самое, я как пришел первый раз, помню, в шахту, боже мой, вернее, на работу в шахту, как посмотрел, я домой пришел, я, наверное, месяца 3, первую смену я работал, пацан тогда был молодой, я не знаю, сколько мне было, 20, это уже после армии, когда пришел грозом, когда устроился я, потому что я сначала работал горным мастером, вот, а потом, когда уже устроился, кстати, раньше ж, ты знаешь, что нельзя было, если ты закончил технику, то ты грозом не сможешь работать, только по своей специальности. И для того, чтобы пойти грозом обыкновенным рабочим, поработать и заработать деньги какие-то, потому что раньше горный мастер получал, у него был оклад 180-190 рублей. Говоришь мне, как будто я все эти должности понимаю, кто такой ГРОЗ. Я так догадываюсь, что ГРОЗ это горно-рабочий, горно-рабочая очистного забоя. Ага. Это самая непосредственная, будем говорить, основная профессия в шахте. Там 2 основные профессии. Это проходчики и грозы. Горно-рабочие очистного забоя и проходчики. Вот. Те, которые пьют выработки. Подали. Понравилось, ты знаешь, мне это какао. А я ж Тане предлагал это. Она говорит, не надо нам какао. Не надо, знаешь, как на халяву уксус сладкий. Не знаю. Не, я попробовал. Я так вот 2 чашечки, если выпью, то
Ну, хорошо. Не, просто честно тебе сказать, я вот так выпил и вспомнил детство свое. Ранее, когда мне было пацану, там мамка 7, наверное, 8 лет, когда вот в школу пошел, когда мамка готовила. И так, ну, многие меня, наверное, понимают, что когда-то ты в детстве что-то ел или пил, и потом, когда ты это все вспоминаешь, и сразу нахлынывают такие воспоминания, что детство твое, что было, как оно было. Так что... А потом вспоминаешь шахту и сидишь вместе с хлопцами, работаешь там, где-то попал, где-то, я не знаю, там на бутовой полосе, или там в бутовом штреке, или там где-то в верхней или в нижней нише с лопатой. И только у тебя 5-10 минут перекурить, ты сидишь и думаешь, боже мой, вот все жалуются так и так, вот до 50 лет, там кто-то в 50 лет помнит. А тут бы хоть бы до 50 лет дожить. Мы, наверное, никогда не доживем до 50, говорили. Вот. Это да, было. Ну, имеется в виду, почему говорили до 50, потому что у шахтера пенсия в 50 лет. Если, ну, если ты шахтер, у тебя шахтерская пенсия, ты уходишь в 50 лет. То есть у тебя там стаж. Вот у меня, например, я не знаю, там где-то около 30 лет подземного стажа. Поэтому как-то так. Бляха, и налил кипятка. И сладкий. Что-то досталось, наверное, какую-то не ту взял. Сладкая сильно. Так какая-то была не очень сладкая, а это сладкая. Когда кто-то на ту и украл сахар, а в эту добавил. Жарко неимоверно. Юра уже в футболке. Я тоже сейчас сниму толстовку, потому что печь жарит как доменная. Дровишки забросили сухие, и даже полностью прикрытая дверца, печка разгоняется капитально. Сижу, вот матрас нагревается. В общем, надо обязательно делать какой-то экран из кирпича или, может быть, из металла, потому что, ну, очень уж жарко. Уже шутки шутками, а действительно еще надо пару окон, чтобы не так жарко было. В общем, хотел сказать, подбросим дровишек и спать, но вообще не хочется подбрасывать, потому что сейчас можно это окунаться, уже идти в прорубь. Напарились тут. Вот. Так что сейчас отвечаю на комментарии и баюшки. А завтра посмотрим, не знаю, как по настроению. Ну, скорее всего, на рыбалку не поеду, буду продолжать тут ковыряться. Надо выработать раствор. Ну все, спокойной ночи, будем отдыхать.